Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим об искренне советском монументалисте и его эпичных картинах Александр Дейнеко. Советский художник, писавший вполне привычные для того времени картины, восхваляющие советскую действительность, успехи в труде и строительстве коммунизма, юношеские мечты, а впоследствии подвиги наших воинов во время Второй мировой войны. Однако творчество Дейнеки куда интереснее многих обычных художников, писавших незамысловатые сюжеты в духе соцреализма. У него был свой стиль, своя манера написания картин. Возможно, потому уже позже, в 21 веке, его картины стали относить к остросовременному модерну. Ему удивительно удавалось сочетать плакатность, асексуальность моделей. Это прием уж точно вполне в духе нашего времени. Монументальность образов, элементы типизации, когда индивидуальность отдельных людей на картине растворяется в общем типе советского человека, молодого, энергичного атлета, готового к труду и подвигам. И в этом был весь Дейнеко. Он и творил искренне, поскольку искренне принял революцию 1917 года, верил в счастливое советское будущее, в счастье всех этих советских людей, готовых трудиться на громадных стройках 30-х годов, пахать в поле, спускаться в шахты и строить социализм. Весь энтузиазм послереволюционного времени воплощен в полотнах Дейнеки. А еще Дейнеко был по складу характера лидером. Писать никому не нужные картины, всевозможные импрессионистские пейзажи и натюрморты, невостребованные советской властью, он не хотел. Ему нужно было признание, успех, масштабность, принадлежность к какому-либо большому делу. Все это и воплощено в его картинах. Именно поэтому он так писал, заряжая советских граждан 20-30-х годов своим энтузиазмом и верой в единственный правильный социалистический путь развития общества. И не нужно думать, что Дейнеко был идеологом советской власти и полностью обслуживал ее интересы. Достаточно посмотреть на некоторые элементы его биографии, чтобы понять, художник не так прост, как кажется. По официальной версии, его родители работали на железной дороге, были неграмотными и находились на самом низу социальной лестницы, то есть являлись истинными рабочими пролетариями. Для советского времени все безупречно и правильно. Но на картине «Портрет матери» мы видим умную, наверняка образованную женщину в чистой праздничной крестьянской одежде. Но никак не похожа она на сломленную тяжелой жизнью и непосильным трудом работницу. Впрочем, судить по картине об истинном облике его мамы все же не совсем правильно. Наверняка Дейнеко ее искренне любил, потому и приукрасил ее образ, изобразил в наиболее выгодном ключе. Дейнеко окончил Харьковское художественное училище. Вряд ли совершенно неграмотные и бедные родители смогли бы устроить туда своего сына. После революции работал в уголовном розыске Курска, фотографировал места преступлений и задержанных. Потом стал работать художником-оформителем, рисовал всевозможные агитационные плакаты и театральные декорации. Во время гражданской войны 2 года воевал на стороне красных, а когда вернулся с фронта, прекрасно осознавая, что для большинства дел и свершений художественного образования ему не хватает, стал учиться во Вхутемасе. Было в это время и знакомство с Маяковским. Кстати, несмотря на то, что они творили в разных сферах, некоторое сходство в понимании творческих задач у них прослеживается достаточно четко. Дейнеко – это Маяковский в живописи. Его картины освобождены от всего лишнего, ненужного. Там правит бал четкость рисунка, монументальность и лаконичность. В 20-е годы Дейнеко состоял во многих художественных обществах, которые плодились как грибы после дождя. Группа трех, Ост, Октябрь, Рабх, но нигде надолго не задерживался. Его творческому эго было тесно в рамках одного художественного объединения. Он был индивидуалистом, ищущим свой путь в живописи, как Архип Куинджи. В те годы он много писал всевозможных плакатов, потому и особенно настроенные против Дейнеки критики, которых особенно много появилось в 90-е годы, считали его плакатным ремесленником. Но оценивать Дейнеку только по его плакатам, которые он рисовал, чтобы заработать деньги и лояльность властей, и не обращать внимания на его великолепные картины, слишком придирчивый и субъективный подход. Самые плодотворные годы для Дейнеки – 1930-е. Он молод, полон сил и желания проявлять себя как художник, но при этом приобрел немалый опыт в художественно-оформительской деятельности. Не хватало больших заказов, но вскоре ему доверили сделать декоративное панно в Театре Красной Армии и расписать станцию метро Маяковская. А еще он побывал в США и Европе. Редко кому в Советском Союзе удавалось поехать в капстраны. Это было своеобразное признание заслуг и свидетельство в благонадежности.
Там он пишет замечательные картины, иллюстрирующие жизнь в Риме, виды этого города, изысканные портреты парижанок. Вот где тут советский плакатный стиль? Дейнека разный, как истинный художник и большой мастер. Он не зацикливается на одной теме, не является только пропагандистом, а как и многие другие выдающиеся советские художники, например, Юрий Пименов или Константин Ион, пишет отличные картины для себя и для души, которые являются образами чистого искусства, свободного от идеологической шелухи. Не случайно картины Дейнеки востребованы и сейчас на Западе. А в годы Второй мировой войны Дейнека пишет впечатляющее полотно «Оборона Севастополя», где его художественный стиль проявляется особенно ярко. Также была и удивительная трагическая картина «Сбитый ас». И легкомысленные купальщицы. Нил Дейнека писал достаточно смело, был в этом определенный вызов условностям дореволюционной России. А в 30-х, начале 40-х годов на подобные вольности советские чиновники закрывали глаза. Художник, что с него возьмешь? Главное, Нил там по делу и без лишней пошлости. И действительно, в работах Дейнеки все, естественно, даже самая строгая советская цензура придраться не могла. Чем-то подобное умение писать обнаженную натуру схоже с работами Аркадия Пластова. В последние годы тучи над Дейнекой стали сгущаться. На его модернистскую манеру писать картины стали смотреть косо. Обычный соцреализм был объявлен единственно верным художественным направлением, и писать полагалось исключительно в реалистическом ключе, без всяких творческих экспериментов. Впрочем, до опалы дело не дошло, и работать Дейнеке никто не мешал. А еще у Александра Дейнеки было много картин, совершенно не укладывающихся в классическую плакатную соцреалистическую живопись. Это лирические пейзажи и даже ню на грани, как, например, картина «За занавеской». Дейнека многогранен, разносторонен, искренне восхищался молодостью, энтузиазмом, энергией и напором. И это чувствуется почти в каждой его картине. Он прожил хорошую жизнь, написал множество отличных картин и, главное, всегда верил в то, что он делает, поскольку без искренности так творить невозможно.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.